Привет, меня зовут Даниил. Сегодня видео на тему съемки видео. Есть мнение, и я с ним согласен, что главное в видео — это звук. И я звук обычно пишу на видео вот через эту петличку. Это аудиотехника ATR 3350. Меня этот звук полностью устраивает, но бывают ситуации, когда с петлички звук не запишешь. Например, надо записывать много людей, всем петлички не раздашь. Ну, плюс у этой петлички конкретно провод. Так что бывает по-всякому. И сегодня такой ненаучный совершенно тест использования разных микрофонов, из которых только два, пожалуй, более-менее предназначены для того, что сейчас будет происходить. Запись звука более-менее издали. Итак, эксперимент очень простой. У меня здесь подключено 7 микрофонов, включая эту петличку. Одновременно звук с них со всех пишется. После этого смотрим, что получилось, насколько этот звук отличается и что можно с ним сделать после какой-то обработки эквалайзером. Значит, первая стойка микрофонная в 1,5 метрах от меня. Здесь стоит микрофон T-Bone MB85. Это, в общем-то, клон Shure SM58, и это хороший микрофон, но он немножко не предназначен для такого применения, мягко говоря. То есть расстояние сейчас 1,5 метра до него, а нормально его использовать где-то на расстоянии от 0 до 30 сантиметров, скажем. То есть него обычно поют, держа его в руке. На этой же стойке рядом микрофон конденсаторный. Это Behringer C2. И пару таких микрофонов я обычно использую в записи барабанов как оверхед микрофоны. Если вы на каком-то видео, во всяком случае, которые выходили до этого момента на моем канале, слышите живые барабаны, то, скорее всего, они записаны вот с парой таких микрофонов. Опять же, этот микрофон стоит слишком далеко, то есть 1,5 метра – это не то расстояние, на которое он нормально рассчитан. Оверхед микрофоны вешаются где-то полметра-метр. Примерно на расстоянии 2,5 метров от меня расположена стойка с 2 шотган микрофонами. Это микрофоны на самом деле не мои, мне их одолжил мой друг Александр Трошков. И первый микрофон — это VidPro XM55. Это недорогой микрофон, и, насколько я могу судить по тем видео с обзорами, которые я смотрел, честно говоря, не очень-то и хороший. Вот. Но, тем не менее, значит, вот, как я уже сказал, расстояние 2,5 метра. И на той же стойке стоит микрофон Rode NTG4+. Этот микрофон стоит несколько раз дороже. И, в общем-то, наверное, и звучит получше. Напомню, эти оба микрофона стоят на одной и той же стойке. И последняя стойка стоит на расстоянии 3 метров. Она точно такая же, как первая стойка. То есть на ней 2 микрофона. Первый — это T-Bone MB85. То есть это клон Shure SM58. Но вот так он себя ведет, расположенный на расстоянии 3 метров от меня. Это, конечно, совершенно не так, как этот микрофон должен использоваться. Я напомню, что его обычно держат вот как бы в руках и поют в него. И микрофон второй — это Behringer C2. Все такой же, как и на первой стойке. Все так же он мной используется обычно для записи барабанов, как оверхед микрофон. И вот так вот он себя ведет с расстояния 3 метров. Ну и напоследок давайте все микрофоны сравним на тестовой фразе. Раз, два, три, 100 раз, проверка звука. 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 Раз, два, три, 100 раз, проверка звука.
Раз, два, три, 100 раз, проверка звука. Раз, два, три, 100 раз, проверка звука. Раз, два, три, 100 раз, проверка звука. Раз, два, три, 100 раз, проверка звука. Раз, два, три, 100 раз, проверка звука. И пара слов напоследок. Я понимаю, что кому-то может понравиться больше звук без обработки, чем звук с обработкой. Обработка заключалась в шумоподавлении и в подстройке АЧХ. Шумоподавление я не показывал, производилось четырехполосным нойзгейтом, смотреть там особо нечего. Это все крутится по обстоятельствам и по слуху. А вот что касается эквалайзера, то я старался подогнать АЧХ под АЧХ, который выходит с петлички изначально. И таким образом привести все микрофоны более-менее к какому-то похожему звуку. Ну, естественно, в звуке сильно разный шум и сильно разное эхо. Касаемо комнаты и касаемо условий записи вообще. Запись производилась в комнате, которая, ну, имеет не очень страшное эхо. То есть в комнате есть кое-какая обработка акустическая. Но это не какая-то там суперстудия, естественно. Поэтому, ну так, условия средненькие. Лучше, чем там в туалете где-нибудь с голыми стенами. Если запись производится на открытом воздухе, там проблемы эха, реверберации нету. Там есть проблема ветра, которая в постпродакшене, насколько я знаю, не решается. То есть там надо одевать фильтры на микрофоны, дедкэт и так далее. По микрофонам, какие лично я сделал для себя выводы, я их никому не навязываю. Динамические микрофоны, там звук довольно мусорный, очень много шума. Признаюсь, я плохо отрегулировал гейн на микрофоне, который стоял в 1,5 метрах на динамическом MB85. Но, к сожалению, это уже заметил, когда уже все было отснято. Конденсаторные микрофоны меня очень порадовали с точки зрения такого компромисса их размера и получаемого качества звука. То есть на вопрос теперь, который я бы себе задал, куда-то отправляясь, а не захватить ли мне с собой парочку вот этих вот конденсаторных микрофонов на всякий случай, я теперь себе буду отвечать, что да, захватить, потому что действительно вещь полезная. Касательно пушек вот этих двух, VidPro и Rode, я бы себе не покупал ни тот, ни другой лично, потому что, ну, Rode на самом деле неплох, но дороговат. То есть, если брать таких парочку для стереозаписи, это уже получается что-то типа 500 евро. А VidPro, ну, звучит, мне не очень понравилось как. Повторяю, что свое мнение я никому не навязываю, это видео не обучающее, но мы можем подискутировать в комментариях. Как всегда, мат и оскорбления будут удаляться, а так, милости просим. Ну вот на этом, пожалуй, все. Всего доброго, будьте здоровы.